Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Днепропетровской области. Днепропетровская область — административная территориальная единица в центральной части Украины. Расположена в среднем и нижнем течении Днепра. Область образована 9 февраля 1932 года. Герб Днепропетровской области — символический знак, который отображает исторические и духовные традиции Днепропетровщины. Вместе с флагом составляет официальную символику органов местного самоуправления и исполнительной власти Днепропетровской области. Утвержден 19 марта 2002 года на сессии областного совета решением об утверждении герба и флага Днепропетровской области, которая предоставила геральдическим символам области официальный статус. Описание герба. Щит скошен перевязью справа, образованный соединенными золотой пламеподобной линией на лазурном фоне и лазурной волнообразной линией на серебряном фоне. Верхнее синее поле щита усеяно 9 золотыми 8-лучевыми звездами, на нижнем серебряном поле — казак в малиновой одежде с ружьем на левом плече и саблей на боку. Щит расположен на золотом картуше, с наметом, образованным сине-золотыми, справа, и красно-серебряными, слева, акантовыми листьями. На щите бурелет, образованный перевитыми сине-желтыми лентами, над которыми в обрамлении золотых колосьев и дубовых листьев изображен трезубец. Графическое изображение полосы символизирует реки расплавленного металла, эмблема металлургической промышленности, 60% которой концентрируется в пределах Днепропетровской области. Волнистая синяя полоса перевязи на серебряном фоне символизирует главную водную артерию области — реку Днепр. На гербе воспроизведена художественными средствами слияние двух рек: природной, которая олицетворяет богатство края, и рукотворной, что олицетворяет трудолюбие, творческий потенциал днепропетровцев. На левом синем поле щита — 9 золотых 8-лучевых звезд, символизирующих славную страницу в истории края, возникновение и существование в настоящей территории известных всем своим значением паланок, сечи. Звезды — один из древнейших символов человечества, принятый геральдикой всех народов, относится к астральным знакам. Издавна звезда служила символом вечности, а позднее, с XVIII века, символом высоких устремлений, идеалов, которые являются вечными и никогда не меняются. С конца XVIII века звезды стали употребляться как эмблемы указателя счастья. Восьмиконечная золотая звезда — это, по своей сути, замаскированные кресты. Однако геральдика пользуется ими как путеводным символом, светит на пути преодоления препятствий и предвещает победу праведное дело. Восьмиконечная звезда — составная, наиболее распространенная форма орденских знаков, в частности, в государственных наградах Украины. Казак с ружьем, в различных модификациях — это запорожец, изображение которого присутствует на гербах войска Запорожского и Гетманской Украины на протяжении почти 200-летнего промежутка истории. Внешний вид, как и осанка, казака устойчивого иконографического изображения нет. Он ценный по своей сути, а изображение его только отражает присущий украинскому этносу художественный стиль, художественный вкус, мастерство граверов, технику изготовления. Палатка, в эталонном изображении большого герба, выполнена в форме чрезвычайной красоты акантовых листьев. В частности, изображение листьев экзотического растения часто используется на бумажных знаках валют мира. Построение палатки вполне соответствует правилам геральдики: сочетание нефти, цвета и металлов, золота и серебра, которые не накладываются друг на друга, цвет на цвет, металл на металл. Бурелет — гербовый элемент, атрибут, представлен в виде двух искаженных в виде кольца лент. В головном уборе он выполняет роль защитника головы. В гербе символизирует охранник исторической традиции, освещает ее. Бурелет — составляющая многих современных изображений гербов разных стран мира, муниципальной и региональной геральдики. Венок — старинный символ награды, почести,
Эмблема бессмертия. Венок из золота означает триумф, признак высокой чести, которая в данном случае предоставлена малом государственном гербе Украины. Венок с пшеничных колосьев и дубовых листьев символизирует хлебные богатства края и его мощь. Венок на эталоне герба Днепропетровщины, открытый вверху. Таково его графическая композиция, наиболее современная, хотя по своему значению приближена к классическим, античным образцам, олицетворенных словами «честь» и «слава». При создании гербов и флага Днепропетровщины использована гамма красок и металлов, соответствующие цветам, традиционно присущая классической геральдике. Каждый из цветов имеет свое символическое значение. Красный цвет символизирует мужество, любовь, великодушие. Малиновый цвет, очень популярный у запорожцев, символизирует щедрость, добродетель, величие. Синяя краска — верность и честность. Коричневая и телесная краски используются только в случае необходимости передать естественный цвет лица и рук человека. Черная краска использована для украшения красного головного убора, шапки и металлических элементов ружья. Воплощает в геральдике мудрость, осмотрительность, иногда сум. Особая роль в геральдике отведена благородным металлам, золоту и серебру. Золото передается в рисунке желтым цветом, воплощает знатность и богатство. Серебро передается белым цветом или чистым полем, символизирует доброту и невинность. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!